Сегодняшний ролик должен понравиться всем любителям суши. Готовить сегодня будем что-то похожее на роллы Филадельфия, но мы сделаем в виде треугольников. Всем привет! Итак, первое, что нам понадобится, это один свежий огурец, и его нужно постараться нарезать на очень тонкие ломтики. Нарезайте так, чтобы толщина этих кружочков была не больше 2-3 мм. Затем нам также на не толстые ломтики нужно понарезать красную рыбу. Старайтесь, чтобы она тоже была не слишком толстая. Ну и конечно же я заранее отварил рис и заправил его. На 100 мл яблочного уксуса я добавил 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку соли. Хорошо все перемешал. Затем в рис отправлял вот эту жидкость по чуть-чуть и тоже перемешивал. После этого рису нужно дать хорошо остыть. Итак, приступаем к необычной сборке суши-роллов или суши-треугольников. Берем один лист нори, берем ножницы. Лист нори нужно условно разделить на 4 ровные части. И одну часть с нижней, с ближней с вашей стороны нужно прорезать до половины. Посмотрите, вот так вот ножницами прорезаем до половины. Все, больше ничего делать не нужно. И вот как-то так у вас должно будет все получиться. Если вы листок прорезанный будете слаживать пополам, и вот так вот пополам, примерно должно получиться 4 ровные квадратика. Итак, на первый квадратик, тот, что ближе к вам, нам нужно будет равномерным слоем распределить сливочный сыр. Делайте это аккуратно, потому что от сыра лист начинает хорошо размокать. Делайте так, чтобы сам лист вам нигде не повредился. Толщину наносимого сыра регулируйте сами, примерно чтобы было 3 мм. На следующий квадратик вверху над сыром нам нужно будет распределить небольшим слоем рис. Рис нужно брать будет мокрыми руками, так он будет меньше прилипать вам к рукам, а самое главное, его будет хорошо разравнивать. Разравнивайте примерно точно так же, как сыр, по всей площине условного квадратика. На следующий условный квадратик, тот, что будет рядом с рисом и по диагонали к сыру, нам нужно будет разложить огурцы. Огурцов у вас в этом случае должно будет пойти вот таких вот 9 кружочков. Ну и на самый последний квадратик, который еще у вас остался незаполненным, нам нужно будет разложить ломтики красной рыбы. Какое количество добавлять рыбы, решать только вам. После того, как вы все хорошо разложили, дальше нам нужно все собрать вместе. Смотрите, аккуратно берем лист нори, тот что с сыром, и заворачиваем его наверх на рис. Делайте не спеша, потому что эта часть уже немножко размякла. Затем то, что у вас получилось, нужно свернуть наверх на огурцы. Опять получается вот такой вот небольшой квадрат. Ну а в самом конце все сворачиваем на рыбу. И получается один небольшой квадратик вот такой вот. Этот квадратик уже можно брать и просто так вот кушать, но мы сделаем более красиво. Хорошо руками вот так вот немножко все притрамбовываем, так сказать уплотняем. Берем острый нож, смоченный в холодной воде. И аккуратно вот так вот по диагонали нам вот это все нужно разрезать. Старайтесь сделать так, чтобы получились 2 ровных треугольничка. Ну и вот так вот как-то у меня все получилось. Получилось необычно, но как по мне получается очень красиво. Самое главное, в итоге все получилось необычно и очень красиво. Берем небольшую емкость, добавляем соевый соус. А когда увидели это мои родные, попробовали, сказали, что это получилось не хуже, а намного креативнее, нежели покупные роллы Филадельфия. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.